Need for Speed является одной из самых долгоживущих серий гоночных видеоигр, которая более чем за 25 лет нажила себе как хейтеров, так и фанатов. За столь солидный промежуток времени менялось железо, менялись разработчики и игроки, сформировалась огромная фан-база, которая регулярно исследует каждую часть серии, и при этом все равно многие факты остаются незамеченными. И поэтому я решил рассказать вам о десятке малоизвестных фактов в мире жажды скорости. Если вам понравится этот ролик, то дайте мне знать об этом в комментариях. А если знаете какой-нибудь еще интересный факт, то тем более сообщите мне об этом, и мы вместе соберем десятку на второй выпуск. А пока бери печеньки и чаек, и мы начинаем. В нулевых видеоигры часто подвергались разного рода изменениям для некоторых рынков, и Need for Speed не была исключением, особенно часто это происходило с андеграундами для Японии, об этом на канале есть отдельный ролик. Однако стоит отдельно рассказать про корейскую версию Need for Speed Underground. Изменений мало, однако они все-таки есть. Итак, в игре Hyundai Tiburon заменили на более быстрый Tuscany, но сама игровая модель осталась та же, но все же в игре она указана как Tuscany. Оранжевый Skyline Edge с обложки заменили на все тот же автомобиль. Причина этому проста и очевидна. В те года шла война за идеалы в Корее, и нельзя было допустить появления японского авто на обложке популярной игры. Цитата. Hyundai – корейский производитель автомобилей, поэтому имеет смысл продемонстрировать одну из собственных машин. Я совершенно уверен, что были сильные антияпонские правила из-за правления Японии в начале 20 века. К слову, как и японские версии Underground, корейский Underground вышел только на PlayStation 2. Вместе с каждой частью игры выходило много сопутствующих мерча, в числе которых были особые коллекционные модели автомобилей. Начиная брендом MySita, который выпустил коллекцию авто из Undercover, некоторые из которых взяты буквально из игры, заканчивая Megablocks с их конструктором по мотивам Hot Pursuit из Иран. Само собой не обошлось без Hot Wheels, которые выпустили свою коллекцию по одноименному фильму Need for Speed и коллекцию по игре Need for Speed No Limits. Далее я предлагаю перейти к разбору очень-очень ранних концептов всеми любимого Most Wanted 2005 года. Первая картинка — это просто некая пародия на обложку. Следующий скриншот презентует персонажа Макса Томпсона. Повторюсь, моя задача отсеять ложь от истины. Тот факт, что мы называем это гонкой, полнейшая чушь. Я просто-напросто непобедим. Звучит довольно пафосно, да и выглядит мужчина заядлым гонщиком. Судя по всему, он был профессиональным гонщиком. Гонщик нелегальный, профессиональный. Едешь на всей скорости, нет тебе покорности. Но, по всей видимости, что-то его заставило уйти в мир нелегальных гонок. Вероятнее всего, возраст. Персонаж, идущий за ним, некая Лиза Джексон. Конечно, выбирать Мурчелага не было прихотью, просто остальные не сочетались бы с моим Дона Карана. Стоит прояснить, что Дона Карана — это довольно дорогой бренд одежды. Данной цитатой разработчики как бы намекали игроку о том, что Лиза — пафосная богачка. Сьюзан Симпсон появляется с фразой в духе «Хочешь угостить меня? Ну тогда сначала догони». Судя по ее виду, девушка тоже далеко не из бедной семьи. Эл Ричардс мне напоминает своим видом Росомаху. Разве это скорость? Так, прогулка, похожая на авиацию. Вы не доберетесь до меня на земле, вам придется взглянуть наверх. Ясненько. Тут военный с шизой. Мэтью Уайт заявляет: вы, ребята, староваты для таких вещей. Отойдите в сторонку и наблюдайте за неизбежностью прогресса. Просто пафосный чувак напоминает выпускника любого питерского университета. Бен Уильямс встречает игроков с фразой «Выигрывать приятно, это тебя насыщает. Но стиль — это конфетка. Хочешь чего-то сладкого? Тогда смотри на мои задние фонари. Я буду мигать вам с финиша и буду выглядеть лучше всех». Ну и, пожалуй, самый доброжелательный из этой шайки — Стивен Джонс, потому что он просто говорит самую безобидную фразу: «Добро пожаловать в 21 век». Также в сети то и дело всплывает данное изображение, на котором указаны как сценаристы, так и актеры Most Wanted 2005 года. И все бы ничего, но многие, увидев это, часто думают о том, что некого Hero, то есть героя, играет тот самый Пол Уокер. По мнению большинства это очевидно, потому что Уокер играл одного из главных героев самой популярной гоночной франшизы в виде фильмов. Однако я хочу разрушить данный миф, потому что это заблуждение и только. Пол и вправду был причастен к игре. Однако, ребята, этот Пол Уокер выглядит вот так. Данную информацию мне много раз кидали, и я много раз говорил, что это не так. Пол Уокер из кинофраншизы «Форсаж» не причастен к Most Wanted 2005 года. Это лишь однофамилец. Если вам интересен более подробный разбор альфа-концепт-артов, то добро пожаловать на ролик к Диме Лаймфо. А если же вас интересуют актеры данной игры, то можете посмотреть мой ролик. А также, если знаете английский, то советую оценить интервью с актерами и сценаристами Уилл Пайпер. В конце 2008 года Electronic Arts расформировывает студию Black Box, а разрабатывая
разрабатывать новую игру поручают молодой и талантливой студии Slightly Mad Studio, которые подарили нам экспериментальный Shift. Несмотря на резкий поворот развития серии, многим игра понравилась, и Electronic Arts начали задумываться о покупке Slightly Mad, которые все-таки отказывались от таких предложений. Ребята были готовы в долгосрочной перспективе сотрудничать с издателем, работая для них, а не на них. Когда разработка Shift 2 Unleashed приближалась к концу, Electronic Arts предложили им разработать сразу третью часть Shift и выделяют на разработку $1,5 миллиона. Студия деньги взяла, выпустила Shift 2, и неожиданно-негаданно издатель заявляет им, что они не заинтересованы в триквеле, и в услугах Slightly Mad они больше не нуждаются. Казалось бы, студия все равно получила деньги и ничего не потеряла, но в договоре на Shift 3, как это обычно бывает, был важный текст мелким шрифтом. Пока не выйдет Shift 3, Slightly Mad не имеют права сотрудничать с другими компаниями. Да, Shift 3 отменен, но договор по-прежнему остается в силе, поэтому студия до сих пор не имеет права сотрудничать с другими. Чтобы выжить, руководители студии закладывали свои дома, и в итоге они связались с Bandai Namco, которые лишь издали новую игру студии Project Cars. Всю разработку Slightly Mad финансировали сами, собрав деньги на краундфандинге. Затем была вторая часть, а также третья. По мнению Electronic Arts, в отчаянии студия побежит к ним и разрешит ее купить, и Slightly Mad действительно дали себя приобрести. Но не Electronic Arts, а компании Codemasters. Однако, спустя 2 года Electronic Arts купила самих Codemasters. Впрочем, это уже совсем другая история. Как многие знают, карта Need for Speed World состоит из городов Most Wanted и Carbon. Если вы играли в World, то должны были помнить, что из Carbon перекочевала лишь основная карта. Однако в игру явно хотели добавить и каньоны. На релизе в игре был дорожный указатель, на котором красовалось название одного из таких мест. Но довольно быстро его убрали из игры. Также были слухи о Три-Сити, Сан-Джуане и даже Бэвью. Некоторые из слухов подкреплены остаточными файлами в игре, к примеру, Сан-Джуан. А Три-Сити вообще имел границы с картой в игре, и эти пути, ведущие из этих районов в районы Крокпорта и Палмонта, были просто перекрыты. Однако данные города никогда не появлялись в Ворлде в полном обличии. Кто знает, если бы игра не закрылась, возможно бы их добавили. 7-й факт в данном видео объединяет в себе сразу 2 факта, ибо они короткие и просто забавные. В Battlefield Hardline, а также в Need for Speed Heat и может быть в еще какой-нибудь игре мы могли увидеть автомобиль марки TFK. Этот логотип, как и название, было взято из одноименной команды в Need for Speed Carbon. Имя главного героя, точнее одного из 2 главных героев Need for Speed Rivals, Зефир. Для русскоговорящего человека это может быть просто забавно, однако у этого слова есть иной смысл, не связанный с кондитерскими изделиями. Зефир — это теплый и влажный западный ветер, дующий с Атлантического океана. Он имеет очень высокую скорость, порой достигающую силу бури. Вот таким вот именем Зефир как бы намекал, что он супер быстрый, супер скоростной, супер спид. Да. Пометка на будущее: никогда не шутить, когда читаешь сценарий. В следующем факте я просто кратко расскажу о тех играх серии, которые были отменены. Первый проект — это Terror 5. Концепт проекта игры, которая была этакой смесью боевика с гонками. Гоночная банда террористов Terror 5 разъезжали по городу, выполняя миссии и взламывая различную инфраструктуру. Например, заглядывали в сеть полиции и камер наблюдения. Подробнее вы можете узнать из моих 2 роликов, посвященным данному проекту. Второй проект — это Project Velocity. До сих пор нет точного ответа, являлась ли данная игра частью франшизы Need for Speed. Вероятнее всего, все-таки нет. Однако данный проект очень сильно напоминает Underground и разрабатывался внутренними студиями EA. Опять же, подробнее вы можете узнать в отдельном ролике. В эпизодах Need for Speed The Run посредством QuickTime-ивентов мы управляем Джеком вне автомобиля. Однако существует теория, что мы могли свободно управлять им и выходить из транспорта, не только в кат-сценах. На это намекают остаточные файлы, а модер под вот этим ником смог на короткое время запустить Джека бегом по Нью-Йорку. Так и название The Run можно полноценно притянуть к игре, лол. Ну и в заключающем факте я снова покажу концепты. Тут у нас Джек из The Run в китайском ресторане, а также в гараже. А вот здесь мы можем видеть, как Шелби разбивает полицейский автомобиль. Дальше у нас идет бета-интерфейс 15-го Need for Speed, различные концепты из Payback'а, самый интересный вот этот. Увидев его, многие игроки думали, что Payback в альфа-задумке должен был быть про фестивали и все с ними связанное. Своего рода идейный наследник Pro Street. И судя по некоторым моментам в игре, это может быть правдой. Остальные концепты похожи на финальный вариант игры. И хит. Из всех могу выделить лишь фото семьи Анны. Может быть, по задумке изначальная история семьи Ривьеры должна быть поглубже.
Что ж, а на этом все, дорогие друзья. Я сейчас сделаю ролики чуть реже, чтобы они могли быть более интересными и качественными, так сказать. Плюс я хочу вам рассказать о своем бусте. Подписавшись на нем, вы получаете вот эти плюшки, а я тем самым смогу полностью отказаться от рекламы на канале. Что ж, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.